Всем доброй ночи, друзья мои. Хочу подарить вам ритуал, который поможет вам и вашим детям. А детям своим вы можете провести до 15 лет, если ребенку. Для того, чтобы убрать неизвестную болезнь. Смотрите, бывают моменты, когда человек просто болеет. Либо температурит, либо постоянно тошнит, рвет, головокружение. Одним словом, дурное состояние. И эта болезнь, она как бы и не прогрессирует, и не отпускает. Естественно, человек идет к врачу, либо ведет к врачу своего ребенка. Врач не может понять. Начинаются различные диагнозы. То ли переутомление, нервы, может кровообращение плохое. Но четкого, ясного ответа нет. Есть вариант похуже. То есть более страшный момент, когда человек просто сохнет, умирает, но никакой болезни врачи находить не могут. При первом варианте, если человеку нехорошо и неплохо, просто вот держится на одном уровне, вот этот ритуал поможет сразу снять эти симптомы и полностью убрать. При втором варианте лучше обратиться к профессионалу. То есть к ведьме, колдуну, к знахарю, который уберет. Но если даже при втором, более, скажем, углубленном таком состоянии, более опасном состоянии вы проведете этот ритуал, он, по крайней мере, отсрочит. То есть поможет вам выиграть время, чтобы найти профессионала и убрать. Потому что если дело дошло уже до такого состояния, что человек просто иссыхает, просто как бы уже движется к летальному исходу, и врачи все равно не могут найти, от чего лечат, это уже нехорошо, и уже своими силами справиться будет трудно. Но когда на одном уровне держится это состояние, это можно убрать с помощью вот этого ритуала. Что это такое? Либо перекид болезни. Вот человек перекинул на вас свою болезнь. По вашей судьбе у вас этой болезни нет, поэтому она не выявляется на вашей физиологии. То есть никак не видят врачи, что. Но они какое-то что-то пишут. Естественно, если ты обращаешься, они что-то обязаны, должны что-то предположить, написать. Но они не видят. Иногда врачи, опытные врачи, сами говорят, когда, например, ребенка лечат без конца, непонятно от чего. То ангина начинается, то начинается сыпь, то еще что-нибудь. Они говорят, найдите какую-нибудь бабушку и заговорите. У вашего ребенка не медицинский диагноз. Таких случаев очень много, когда опытные врачи подводили в сторону и говорили, может, найдешь какую-нибудь бабушку? Ты же видишь, что ребенок никак не лечится. Это что-то тут другое дело. Так вот, что это может быть? Перекид болезни. К вам прицепилась лярва. Это бродячие духи, они разные. Могут быть душа умершего, знаете, такие вампиризирующие духи. Либо сущность какая-то. Либо вы живете возле чертового перекрестка. Это те места, где были гиблые места. Вот когда-то было болото, например, может, жертвоприношение было, может, какой-то черный культ рядом существовал в этом лесу. Потом все это как бы заросло деревьями, все это забылось, а место нехорошее осталось. И вы каждый день идете на работу обратно, проходите через эти дороги. И сами не замечаете, как у вас отнимает просто силы. Либо на похоронах была допущена ошибка, и на похоронах обычно в древние времена вообще пили квас, пили, значит, кисель. И было запрещено вообще пить горячительные напитки, потому как пришедшие за этой новой душой, души, которые должны были забрать,
Они смотрели за всеми. Человек, который пил на похоронах, он лишался защиты. Поэтому в пьяном состоянии человек совершает преступление, иногда даже не помнит. Причина в этом. Защита. Его дух-хранитель уходит от него. И могут к нему прицепиться различного типа сущности, которые будут высасывать его жизненную силу. Причин множество. Кто-то подлечился, вы сами нацепили на себя эту силу. Как-то, каким-то образом гость пришел к вам, гость. После ухода этого человека у вас в жизни все пошло как вверх дном. Вроде нормальный человек, ничего плохого вам не желал, ничего плохого не говорил. Но у него была эта лярва, у него была эта сущность. И он или по незнанию, или специально вам оставил это. И оно у вас забирает просто жизненную силу. Жизненная сила забирается, человек болеет. Не может понять, откуда и чего. Если перекинули, еще хуже. Это уже такой вариант, когда надо обращаться к профессионалу, потому что иного выхода нет. Либо ребенок просто постоянно заболевает, иммунитет слабый. Или вы постоянно заболеваете. Нет у вас силы бороться с болезнями. Одним словом, от непонятной, неизвестной болезни, неизвестной хвори. Не понимаете, что, в чем дело. Вроде вы здоровы, но вы болеете. Первый вариант, я вам сказала. Если это на одном уровне все время, это снимется и больше не вернется. Если более углублено, то это на время остановится, вам даст время выиграть, чтобы найти профессионала и убрать это. Вот там человек поймет, естественно, вам перекинули это. Или вы получили от кого-то. Знаете, элементарно можно кого-то посетить в больнице, и там могут быть случаи, скажем так, людей умирающих, и они поневоле цепляются за твою живую энергетику. Кто ухаживал за смертельным больным, тот со временем сам просто выглядел как больной, даже если он не болел. Умирающий человек поневоле вытягивает у живого человека жизненную энергию, тем самым продлевает себе жизнь. Даже такой момент существует. Родной человек. Вот за матерью ухаживала женщина там несколько лет, умерла она, похоронили, все. И потом сама начала болеть. Сама чувствует себя выжатой, никакой. Ничего не может сделать. Это тоже такой момент, когда прицепили на себя отрицательную энергию. Это отрицательная энергия или сущность смертная начинает вас вытаскивать эти силы. Одним словом, вы поняли, при каких вариантах это возможно провести. Для себя можете провести, можете для своего ребенка. До 15 лет это ребенок. Посадить за алтарем и провести. Что для этого нужно? Во-первых, восковые свечи. Не меньше 6 штук. Можно и больше. Я вам объясню, сколько раз считать и что вы должны при этом чувствовать. Далее. Вы должны найти траву-могильник. Можно заказать. Можно найти. Это не такая редкая трава. Она трава сильная, магическая, имеющая свойства. Кто хочет свойства трав, откройте, посмотрите мою лекцию «Травы в магии». Далее, как бы это ни звучало, но нужно определенное количество мочи вашей или ребенка, который вы лечите, перемешано с водой. Уж извините, но раз уж делаю, надо делать как положено. Вот я показываю. Тем более, что я тоже восстанавливаюсь, и мне это тоже поможет. А то, знаете, сапожник без сапог. Всех учу, а сама до себя руки не доходят. И 3 булавки. Открываем эти булавки. Видите, вот что слезла, мне еще некогда ходить. Надо будет на днях идти уже. Вот 3 штуки. Открываем булавки. Положите рядом. Далее соль. Можно даже морскую, крупную соль, которую вы льете сюда. Вы можете провести 3 ночи кряду.
Если чувствуете, что оно облегчение наступило, но не до конца, можете делать 3 раза. Обычно с первого раза убирает. Если вот из перечисленных, из всего, что я вам сказала. Итак, могильную траву нужно сжечь. Свечи берете и катаете. Вот здесь находится информация о нас. Почему катают в ладони там глину, еще что-нибудь, да, потом очищают это, сжигают. Потому что здесь информация о нас. Здесь энергетика, через руки, через пальцы уходит энергетика. И поэтому вы вот так вот натирая, забираете всю эту грязную энергетику, черную энергетику, для того, чтобы потом это все сжечь, уничтожить. Вот так вот. Трете определенное количество свечей. Зажигаете траву, читайте столько раз, пока вы не почувствуете, что, начиная с ног, поднимая выше, как будто, знаете, за уши вас тянут. Вот холод идет, вот так начинает подниматься, холод наверх. И тогда можете прекратить. Потом, вот эти свечи и все остальное, все, что здесь есть. В общем, нужна ваша моча, вода, соль, 3 булавки, свечи, которые нужно тереть в ладонях, и могильник, трава. Зажигаем и читаем. Станет легче. Облегчение, кстати, это можно провести людям, у которых там, например, после болезни восстанавливаются. Или, например, им болеть некогда, а вот у них грипп или простуда, или что-либо еще, сезонная болезнь. Если сразу же начитать, это уйдет. Хотя этот ритуал как бы от неизвестной болезни. Но в любом случае, в этих случаях она помогает. После это все банку закрыть и просто выкинуть в мусорку. Не закапывать, нигде ничего не откупаться, ничего не нужно. Когда вы полностью выздоровеете, уже легче станет вам. Отнесите водку, можно маленькую чекушку водки, и 30 монет. Открывайте, наливайте чуть-чуть под дерево, 30 монет положите и говорите: откупаюсь, от неизвестной хвори. Или просто откупаюсь и уходите. Все, вы закрыли и поставили точку. Откуп нужен как бы окончательный итог. Поставить как печать, знаете, грубо говоря. Зажигаем. Угу. Пока трава горит, возьмите свечу, можете зажечь из другой свечи. Я просто не стала брать. И очень зря не стала брать. Подождите секунду. Потому что так удобнее будет мне каждый раз зажигать свечу. Вот так вот. Берем. Кинули сюда булавку. 3 булавки. Острие, боль, страдания, соль, слезы, мучения. Все имеет свой символ в магии. Но я уже столько раз объясняла. Я думаю, что для моих зрителей, которые уже давно знают мой канал, все время одно и то же объяснять нет смысла. Начинаете капать. Оно может трещать, если вы болеете, если ваша энергия еще не здоровая. Оно может очень сильно трещать. Такое возможно. Да, что будет, если банка разобьется в мусорке? Ничего страшного не будет абсолютно. Ваша задача это все убрать от вас подальше. В этом случае ничего страшного в этом нет. Итак, начинаем читать. Трава могильная, ты росла на камнях, на речных берегах, на крутых скалах. Ветер тебя сушил и трепал, на все 4 стороны мотал. Пойди, хворь, пойди, боль, на траву полевую,
4 ветрам. Они тебя потрепают, они тебя помотают, а меня пусть хворь отпускает. Слова мои услышатся, тело исцелится. Истинно так, заклинаю. Вот сразу же начинается головокружение, дрожь прям по всему телу и ощущение, как начинает кровь бешено просто по телу функционировать. Это говорит о том, что кровь начинает очищать организм. То есть он убирает. В крови находится наша душа, в крови находится наша жизнь, генетика, там, генетический код, в общем, информация о нас, о нашем роде и все такое. Да? Кровь – это не просто жидкость. Поэтому кровь первым делом начинает бешено просто функционировать по всему телу. Так, второй возьмем. Если там в траву добавить немного спирта, то он будет гореть спокойно, как бы без особо много не добавлять. Всегда держите рядом на всякий случай емкость с водой. Потому что вы имеете дело с огнем, особенно в такие моменты огонь, он агрессивный. Трава могильная, ты росла на камнях, на речных берегах, на крутых скалах. Ветер тебя сушил и трепал, на все 4 стороны мотал. Пойди хворь, пойди боль, на траву полевую, к 4 ветрам. Они тебя потрепают, они тебя помотают, а меня пусть хворь отпускает. Слова мои услышатся, тело исцелится. Истинно так, заклинаю. Трава могильная, ты росла на камнях, на речных берегах, на крутых скалах. Ветер тебя сушил и трепал, на все 4 стороны мотал. Пойди хворь, пойди боль, на траву полевую, к 4 ветрам. Они тебя потрепают, они тебя помотают, а меня пусть хворь отпускает. Слова мои услышатся, тело исцелится. Истинно так, заклинаю. Трава могильная, ты росла на камнях, на речных берегах, на крутых скалах. Ветер тебя сушил и трепал, на все 4 стороны мотал. Пойди хворь, пойди боль, на траву полевую, к 4 ветрам. Они тебя потрепают, они тебя помотают, а меня пусть хворь отпускает. Слова мои услышатся, тело исцелится. Истинно так, заклято. Вы знаете, дышать стало легче прям. Вот прям вот дыхание открывается. Я как-то вам показывала перекид болезни на жабу. Не буду говорить свою проблему. Все время до себя не доходило руки. Я могла там что-нибудь прочитать, какой-нибудь заговор, быстро от боли, от всего, отпускала, потом снова. Нам же всегда не до себя. И вот я сделала перекид болезни на жабу, вам показала все. Я хочу сказать, эта проблема исчезла навсегда. Ту-ту-ту. Навсегда. Я делала этот перекид сама людям, учила людей, как делать. То есть это не первый раз я делаю этот ритуал, но просто решила подарить зрителям. И просто в процессе обучения мне это навсегда ушло. Откройте, находите перекид болезни на жабу. Она замечательно работает. Замечательно. Даже после этого начинаешь худеть. Потому что обмен веществ улучшается. Ищите просто. Знаете, люди, как вам сказать, ленивые. Им легче жаловаться, плакать. А вот вы сами можете за меня сделать, а я боюсь. Вот это вот ересь, вот эти слова, я боюсь. Я боюсь исцелиться, я боюсь хорошо жить. Я боюсь менять свою жизнь в лучшую сторону. Чего боишься? Ты не боишься жить вот в таком положении, боишься исправить? Да ничего ты не боишься, просто ленивые люди. Им лень. А что вот поплачу там, пожалеет меня, сделают вместо меня. Нет, не прокатит. Человек должен за себя бороться. И
Вот напоминаю просто на всякий случай, и этот ритуал в том числе. Он работает отлично. Я вам для чего дарю? Чтобы вы меняли свою жизнь в лучшую сторону. А здоровье, знаете, одно из самых таких важных составляющих нашей жизни. Без здоровья и настроения нет, и ничего нет вообще. Еще раз читаем. Лично мне сейчас стало очень хорошо. Энергия появилась. Давайте дальше. Ой, что ж ты так? Ну-ка. Трава могильная. Ты росла на камнях, на речных берегах, на крутых скалах. Ветер тебя сушил и трепал, на все 4 стороны мотал. Пойди, хворь, пойди болезнь на траву полевую, к 4 ветрам. Они тебя потрепают, они тебя помотают, а меня пусть хворь отпускает. Слова мои услышатся, тело исцелится. Истинно так, заклинаю. Еще раз почитаю, и достаточно пока. Трава могильная, ты росла на камнях, на речных берегах, на крутых скалах. Ветер тебя сушил и трепал, на все 4 стороны мотал. Пойди, хворь, пойди, боль, на траву полевую, к 4 ветрам. Они тебя потрепают, они тебя помотают, а меня пусть хворь отпускает. Слова мои услышатся, тело исцелится. Истинно так. Заклинаю. Трава могильная, ты росла на камнях, на речных берегах, на крутых скалах. Ветер тебя сушил и трепал, на все 4 стороны мотал. Пойди, хворь, пойди, боль, на траву полевую, к 4 ветрам. Они тебя потрепают, они тебя помотают, а меня пусть хворь отпускает. Слова мои услышатся, тело исцелится. Заклинаю. О, вот теперь, прям как током ударило, холодной водой облили, словно. Вот теперь достаточно. Видите? Вот так вот очищается полностью организм и укрепляется иммунитет. Фух. Все, товарищи, загружаю.